Так, раз, два, три, четыре, пять. Скажите, пожалуйста, видно ли, слышно ли меня? Чтобы я понимала, сейчас я попытаюсь раздобыть чат. Ага, есть. Чтобы я понимала, сейчас я попытаюсь раздобыть чат. Ага, есть. Так, замечательно. Вот даже у нас есть один зритель в эфире. Очень хорошо. Сейчас, секундочку. Ой. Так, замечательно. Вот даже у нас есть один зритель в эфире. Ага, подождите. Очень хорошо. Все, теперь я все настроила, все хорошо работает. А то я никак иногда. Да, добрый вечер, Валентина. Откуда вы меня смотрите? Скажите, пожалуйста, чтобы просто интересно. Давайте немножко поболтаем, пока подойдет, может быть, кто-то, чтобы мы с вами не молчали просто в телевизор. Откуда вы меня слушаете? Я свою трансляцию веду из Киева. Расскажите о себе. Ага, понятно. Вы меня слушаете. Вот, есть еще Беларусь. Замечательно. Вот нам еще Алена добавилась. У вас особенные детки. Сколько им лет? Расскажите о них. Предупреждаю сразу, сегодня мы с вами будем говорить о вас. Потому что я сейчас объясню, почему о вас. Потому что состояние мамы, оно в разы важнее для ребенка иногда. Вот к нам еще Ольга присоединилась, замечательно. Напишите, сколько лет вашим деткам, как их зовут. Угу, замечательно, еще Ольга присоединилась. Ну что, будем потихоньку начинать, да? Давайте я расскажу немножко о себе, кто я такая, почему я вдруг решила, что я могу для вас провести эфир. О, замечательно, вот даже родная Украина с нами, и Польша с нами, замечательно. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог. Психологией я занимаюсь с 2007 года. Психология – это мое 4-е высшее образование. До этого я работала 15 лет руководителем в крупных корпоративных бизнесах, а потом я решила, что мне интереснее работать в помогающей профессии. В принципе, мне очень всегда хорошо удавалось работать с людьми, помогать им раскрывать свой потенциал, раскрывать свои лучшие стороны, реализовывать свои самые дерзкие планы. И поэтому я ушла в психологию. И вот уже с 2007 года, 12 лет, я уже занимаюсь психологией. Вру, с 2005-го, 14 лет, потому что смотрю, 12 лет, что-то у меня по датам не совпадает. С 2005-го, 14 лет я уже занимаюсь психологией, помогаю в основном женщинам менять свою судьбу к лучшему и становиться счастливыми и любимыми. Вот Никита, угу, ДЦП, 2-му Ярослав, 3,5. Угу. Так, утиный мальчик, 5 лет, отставание в речи, общее отставание по подозрению на аутизм. Окей, я читала ваши вопросы, и хочу сказать спасибо Тине, она инициатор нашей с вами встречи, потому что когда я начала проводить прямые трансляции на YouTube, она задала мне вопрос, будет ли у меня что-то для родителей особенных деток, готова ли я ответить на ваши вопросы и могу ли я провести для вас эфир. Я откликнулась с радостью, потому что, в принципе, я знаю, что у мам особенных деток очень много вопросов есть, и очень много есть тем, которые беспокоят, но о которых говорить не очень любят, и не очень принято
это мамам, именно мамам в этом помогать. О чем я имею в виду? Ситуация, когда женщина делает выбор, узнав, что у нее родился особенный ребенок, оставлять его или не оставлять. Этот выбор ложится на плечи женщины. И чаще всего, вот поставьте, пожалуйста, единички, кто принимал решение самостоятельно или на кого семья переложила это решение, как решишь, так и будет. Потому что чаще всего, ну вот по статистике тех родителей, особенных детей, с которыми я общаюсь, как раз так и выглядит, что семья говорит: да, мы тебя поддержим, или как хочешь, так и решай, это твой ребенок, тебе с ним распоряжаться. Бывают еще ситуации, когда говорят: ну как ты можешь его оставить? Я сейчас хочу сказать вам сразу, что я не за то, чтобы кто-то от кого-то отказывался, я говорю о психологическом состоянии и о том, что остается внутри у женщины, когда она принимает решение, и какие ожидания у нее возникают, когда она принимает это решение. Потому что, как минимум, решая оставить жизнь своему ребенку, взяв его в семью и заботясь о своем ребенке, потому что мы его родили, мы его вынесли, конечно, мы его любили все 9 месяцев, пока он жил внутри нас, и я не представляю, как можно отказаться от ребенка, честно вам скажу, просто не представляю. Но чаще всего именно мамам особенных деток достается такая непосильная ноша, потому что часто родственники обещают помощь, а помощи нет. Или помощь есть, но помощь по остаточному принципу, объясняется это тем: ну ты же сидишь дома постоянно с ребенком, и что тебе еще нужно? И вот этот вот момент, семья считает, что если они материально поддерживают вас, периодически помогая как-то с ребенком по мелочам, взвалив весь психологический груз общения с ребенком, вот этих внутренних сомнений, которые остаются внутри, это обходится стороной, и в этом часто поддержки нет. Сочувствие может быть, вас кто-то пожалеет. Вот напишите мне, пожалуйста, обратную связь. Я понимаю, что трансляция у многих идет с задержкой, но мне очень важно получить от вас обратную связь, чтобы я понимала, может, я себе это придумала, может, я говорю о том, с чем нет, но я читала ваши вопросы и видела именно вот постановку вопроса, как принять диагноз ребенка, как перестать себя упрекать, винить в том, что это случилось именно со мной, почему это случилось именно с собой. И когда мама остается один на один со своим ребенком, чаще всего получается ситуация, что вот эти вот вопросы, они постоянно вертятся в голове, они постоянно на фоновом режиме начинают подъедать психику женщины, потому что как справиться с этим, где найти ответы на эти вопросы, он не знает. И вот это вот очень сильно ее обессиливает, обесточивает и очень часто осложняет отношения и с мужем, и с родителями. И самое неприятное, что осложняет отношения с ребенком, которому она решила посвятить себя, потому что особенные дети всегда требуют от нас некой внутренней жертвы, потому что мы чем-то в себе жертвуем, мы от чего-то отказываемся для того, чтобы заботиться о своих детках, для того, чтобы быть рядом с ними. Вот Алена пишет: муж пропадает на работу, и все проблемы со мной остаются. То есть поддержки нет, только жалость, и это раздражает. Да, очень сильно раздражает, когда к вам относятся с жалостью, потому что автоматически получается, что вроде как и вас записывают тоже не совсем в, ну как, вычеркивают из рядов нормальных, полноценных, живой, времени на себя нет. Да, абсолютно правильно. Смотрите, важная вещь. Я хочу сегодня разгрузить ваши плечи, разгрузить ваши души, объяснить вам, что та ноша эмоциональная, которую вы на себя взвалили, обвиняя себя в том, что с вами что-то не так, она не ваша, если можно так сказать. Потому что вы не можете гарантировать, вы не можете отвечать за то, что происходило с вами во время беременности. Я больше чем уверена, ни одна из вас не пыталась причинить своим детям во время беременности какой-то вред. Ни одна из вас не мечтала, чтобы с вашим ребенком были те осложнения в развитии, которые они сейчас есть.
Вы все мечтали о том, чтобы ваши дети родились здоровыми, и вы их воспитали счастливыми и любимыми. И прямо сейчас можете взять листочек и написать на нем: «В этом нет моей вины». И положите его где-то так вот у себя, можете положить в куда-нибудь, я не знаю, в записную книжку, в обложку телефона, чтобы этот листочек могли вы найти, как только у вас появятся эти мысли. Это простое упражнение, легкое, но оно снимает вот эту боль, оно разрешает вам освободить свои плечи от этой тяжелой ноши, потому что вашей вины в этом реально нет. Особенные дети приходят в семьи для того, чтобы семья могла изменить тот порядок, который в семье существует. Я вам сейчас рассказываю, это не как взрослая тетка, которая учит вас уму-разуму, а как психолог, который пытается вам объяснить те законы, по которым происходят те или иные события в жизни. И вот с точки зрения психосоматики, объяснение появления особенных детей в семьях – это как раз и есть указание, подсказка вселенских законов на то, что порядки в семье должны быть изменены, что в семье должно прибавиться количество любови и взаимопонимания между членами этой семьи. И получается, когда вы остаетесь один на один со своим ребенком в тех заботах, в трудных заботах, вы стараетесь, как девочки-отличницы, все нести на своих плечах, получается, что вы несете ношу, которую, в принципе, ну вот нормальный взрослый человек не совсем-то и сможет выдержать. Потому что вам нужно следить за тем, чтобы ребенок не повредил себя, не причинил себе вред, чтобы он был накормлен, чтобы был постиран, чтобы в доме был порядок, чтобы было чем покормить мужа, чтобы вы еще встретили мужа нормально с улыбкой, чтобы вы в семье поддерживать пытаетесь нормальные отношения. И получается, что на вас лежит столько груза, который нормальному, в принципе, физически здоровому человеку, психически здоровому человеку не всегда по силам выдержать. И поэтому я вам могу сказать, что чаще всего этот груз на своих плечах вы несете, именно испытывая вот это внушенное самим себе чувство вины за то, что вы родили особенного ребенка. Нет в этом вашей вины. И если в этом нет вашей вины, то, в принципе, воспитание ребенка и уход за ним может быть солидарной ответственностью вашего мужа и семьи, если она есть, если есть родственники рядом. Потому что если вы не испытываете чувство вины, вам намного легче внутри себя попросить помощи. Вам легче обратиться за помощью, когда вы понимаете, что это не вы создали эту проблему. Да, эта ситуация случилась с вами. Вы не в состоянии ее изменить. Но если вы будете одна тащить эту тяжелую ношу, то будет заботиться потом о вашем ребенке, когда у вас станет мало сил. Подумайте, пожалуйста. Дайте мне обратную связь. Может быть, я говорю не совсем то, чего вы хотели услышать. Это наша первая встреча. Я планирую провести с вами несколько встреч, подсказать вам, как легче находить контакт с другими людьми, как объяснять им, как разговаривать и общаться с вашим ребенком, как объяснить ребенку о его диагнозе и почему он такой. Это будет позже, потому что ваше эмоциональное состояние на сегодняшний день, вот это внутреннее задавленное чувство вины. Это тяжелая психологическая усталость, потому что большинство из вас не имеет возможности нормально отдохнуть, уделить время себе, позаботиться о себе и что-то сделать для себя. Потому что ребенок это чувствует. И как ни странно, смотрите, дети, которые ну вот, идут в развитии в соответствии с нормой, они проходят определенные этапы. Где-то в районе 3 лет ребенок отделяется психологически, начинает потихонечку психологически отделяться от мамы. Да, как только случается что-то непредвиденное, что-то неожиданное в его жизни, ребенок возвращается к маме для того, чтобы почувствовать поддержку, безопасность, чтобы ощутить себя рядом с мамой. Ваши дети от вас не отделяются. Ваши дети находятся с вами постоянно, вот
покажу сейчас на проводе от мышки, они находятся вот на таком вот прямом контакте. Вот такое ощущение, что вы вот пуповинку при рождении никто не перерезал, вы этой пуповинкой по-прежнему связаны. Все ваши перепады настроения, все ваше напряжение, все ваши расстройства, все ваши ощущения бессилия ребенок чувствует. Но есть одна проблема. Ваши детки не могут объяснить себе и не понимают, что чувствуете вы. И поэтому ваши детки ваши эмоции трактуют по-своему. У них внутри есть страх. Очень большой, очень сильный страх за себя, страх за вас, потому что они с вами связаны. То, что дети постоянно, я ощутила, да, ни с кем не остается даже в туалете со мной. Но вот есть такой момент, потому что дети психологически с вами связаны. И пока вы не начнете им спокойно объяснять, что происходит с вами. Мама устала, мама сейчас огорчена, мама то, мама это. И если вы начнете им рассказывать про то, что вы чувствуете, даже ваши детки, которые не разговаривают, которые имеют задержки в речи, задержки в развитии, они понимают вашу речь, потому что они с вами на прямой связи. Когда вы детям объясняете своим, что вы чувствуете, ваши детки начинают понимать вас, а потом других людей. Когда вы сейчас для своего ребенка не просто женщина, брошенная в камеру одиночку со своим ребенком один на один и вот с той проблемой, которая случилась в семье, а вы для ребенка своего проводник в мир. Вы больше, чем другие мамы, связаны со своим ребенком и больше можете ему дать и себе дать. Потому что если вы объясните ребенку, что ну вот вы напряжены, вы нервничаете, вы уже на грани срыва, потому что ребенок что-то делает не так, что-то не понимает. Почему? Он чувствует ваше напряжение. Он боится, что если он сейчас станет тихим, послушным, вы можете уйти. Он боится вас потерять. Что он делает? Он очень часто начинает либо выдавать какие-то свои болезненные реакции, либо он делает что-то, что требует вашего пристального внимания. Понимаете, что происходит? И получается, что вы в этой ситуации, не объясняя ребенку, что вы чувствуете, он только чувствует ваше напряжение, но он напряжение трактует для себя как страх, угрозу, угрозу его жизни, угрозу его существованию, угрозу вашему пребыванию рядом с ним, то есть вот этому контакту, потому что остаться без вас, для него потерять контакт с миром. Понимаете, что происходит? Если вы ходите под этим чувством вины, вот я вам не зря сказала написать на листочке «в этом нет моей вины». Чтобы вы понимали, в любой момент, когда вы понимаете, что вас накрыло эмоцией вот это, просто посмотреть. Можете сделать себе, было время, это работает как аутотренинг, в принципе, с любыми установками. И была ситуация, я сама подобным образом тренировала себя, но я тренировала себя, когда мне было страшно ездить за рулем, когда я только начинала машину водить. Я себе просто написала, перед тем, как садиться в машину, я включала эту заставку, я умею водить машину. Все, я себе выключала телефон, я садилась и ехала. Потому что у меня, когда вот первый месяц я водила машину, у меня был очень сильный мандраж. Да, сейчас я уже больше 20 лет за рулем, я езжу спокойно. Но вот эти первый месяц у меня спина была мокрая, руки тряслись, еле отклеивала от руля. Было такое. И вот этот прием работает с моими клиентами в очень многих ситуациях. И вам он тоже может помочь. В этом нет моей вины. Освободите себя от этого груза. Вы не виноваты в том, что случилось, потому что это может быть конфликт генный, хромосомный ваших с мужем. Это могут быть какие-то родовые проблемы в вашем роду, в роду мужа. Это может быть какое-то внешнее воздействие, еще что-то. Может быть экология, может быть все, что угодно. В этом нет вашей вины. Да, для вас это испытание, для того, чтобы вы научились жить по-другому. Но вам это дает вот такой очень тесный, очень плотный контакт со своим ребенком. Если вы будете ему объяснять, мальчику, девочке, мама сейчас чувствует вот это, ты, наверное, сейчас
радовался бы, если бы было то-то. Или вы смотрите, что-то даете, какую-то игрушку ребенку, называйте ту эмоцию, которую ребенок мог бы чувствовать. Ребенок ваш потихоньку, хотя бы с ваших слов, начинает расширять свою палитру. И даже если вам кажется, что он ничего не понимает, поверьте мне, даже детки с ДЦП, которые разговаривать не могут, которые выдают 2-3 более-менее связанных, внятных звука, они потихонечку начинают различать эмоции тех людей, которые к ним подходят. Это уже было доказано в экспериментов, это есть у моих знакомых, с которыми я общаюсь. Я объяснила вот своей приятельнице, что нужно делать, и она делает для своего ребенка, и девочка прекрасно реагирует, когда она понимает, она уже узнает эмоции, она уже показывает ей ручкой, покажи мне ручкой вот так, она может ручкой показать, как она реагирует на что-то, скажи мне, если там так-то, поверни ручку сюда, или что-то, что может ребенок сделать, чтобы вы с ним могли налаживать контакт, даже если он не разговаривает. Вы можете с помощью игрушек переговариваться со своим ребенком, но через язык эмоций, объясняя, что происходит с вами внутри, вы быстрее можете дать ребенку почувствовать себя в безопасности и легче адаптироваться и к жизни, и меньше нервничать, когда вы хоть как-то отодвигаетесь или что-то делаете для себя. Вы дадите ребенку участвовать в том, что происходит рядом с ним. Это будет легче, это будет позволять вам чувствовать себя постепенно немножко свободнее. И вот Алена написала, что нет возможности что-то сделать для себя, и вот Тина пишет, что такое отдых, нет его. Есть вещи, которые нужно делать строго обязательно. Но вот быть идеальной мамой – это не для вас. Вы должны быть просто мамой, которая помнит не только о ребенке, но еще и о себе. Поймите, если что-то случится с вами, кто будет заботиться о вашем ребенке? Будут ли о нем заботиться точно так же хорошо, как о нем заботитесь вы? Это очень важный момент. И поэтому, как бы вы не хотели, как бы вы не хотели посвятить себя ребенку, как бы вы не хотели быть идеальной мамой вам не будет. Просто примите это. И тогда неидеальная мама может вместе с ребенком что-то делать для себя. То есть ребенок может быть рядом с вами, но вы в это время можете, давай мы тихонечко посидим, мама отдохнет 10 минут. Или давай мы что-то сделаем для мамы. Давай мы что-то вместе сделаем тебе и маме. То есть вы можете вместе включать заботу о себе, время для себя. Если вы, конечно, не можете отвлечься от ребенка вообще никак, сейчас я расскажу, как привлекать мужа к тому, чтобы потихонечку он участвовал в том, чтобы помогал вам. Кому из вас помогает муж? Напишите, пожалуйста, чтобы я знала, насколько вам важно объяснить, как вовлекать мужа в заботу о ребенке. Потому что, особенно когда детки маленькие, мужья не всегда понимают, что делать с маленьким ребенком здоровым, и пытаются дистанцироваться. Но когда ребенок инвалид, мужья тоже не всегда понимают, как помочь своей женщине, они не выдерживают напряжение своей женщины, и они тоже уходят. И с мужчинами тоже нужно говорить о том, что вы чувствуете. Тоже просить у них поддержки. Поддержки не «я буду плакать, а ты меня гладь по головке». Иногда, конечно, можно подойти и сказать: давай ты нас обнимешь, и меня, и ребенка, или подержи его, а я возле тебя просто посижу, я тебя обниму. То есть когда вы делаете вот такие вот маленькие шажочки, вовлекая ребенка в уход за ним, отлично, вот Тина пишет, да, что муж гуляет с ребенком, бассейн иногда, мне нет и не пытается, мне иногда кажется, что он не понимает, что дети больны. А он действительно не понимает, и если вы не будете ему рассказывать и оставлять его иногда или просить по мелочам, вот подержи ребенка,
Понимаете, приучать мужчину, если он не приучен был, особенно если в его семье нет такой традиции, что муж помогает в воспитании детей. Есть такие семьи, да, где мужчина, вот я принес тебе деньги, а дальше делай, что хочешь, я лег на диван и отдыхаю. А женщина пашет 2-3 смены, потому что на работу пошла, потому что дома все приготовила, и еще надо детей. То есть 3 смены пашет, а потом еще, пожалуйста, обслужи меня в постели. Вот для того, чтобы мужчину потихонечку привлекать к уходу, к помощи к вам за ребенком, вы не думаете, там, где мужчина не вовлекся сам в помощь, это нужно делать постепенно. Подержи. Мне нужно срочно уйти там на 5 минут, на 10 минут. Начинайте с небольших периодов, когда муж остается один с ребенком. Постепенно их увеличивайте. Всегда благодарите мужа. Всегда отмечайте то, что вот ребенку с ним хорошо, что он хороший папа. Встречайте его вместе с ребенком, вот когда он приходит. То есть старайтесь сделать так, чтобы мужчина постепенно понимал, что ему рады, и ребенок тоже. Объясняйте ребенку, объясняйте мужу эмоции ребенка, что он может по мелочам дать ребенку. Или вот, допустим, ребенок с вами, вы готовите на кухне, вам нужно помочь, да, и вы можете сказать: давай ты посидишь вот здесь рядом с ним, или ты сделаешь вот это. Предлагайте мужу выбор. Он может сделать что-то, да, он будет это делать не идеально. Забудьте об идеальном родительстве. Вам главное, чтобы вы оба понимали, что ребенок и его воспитание – это ваше общее дело. Вот Тина пишет: мой муж раньше долго не осознавал, что много усилий и терпения понадобится, чтобы он привык, и мне много терпения понадобилось, чтобы он привык и осознал. Да, потому что когда мужчина понимает, что он может разгрузить свою женщину, и его женщина, отдохнув, может лучше, качественнее с ним общаться, тогда мужчина охотнее включается в уход за ребенком. Но когда мужчина не понимает, когда ему не объясняют, когда он не видит разницы в том, что я дал жене что-то сделать или я не дал, я выдерживаю это напряжение, я не выдерживаю, они становятся пассивными. Когда, да, к этому нужно приучить. Фактически, получается, у вас есть взрослый мужчина, которого тоже нужно приучать к чему-то, и у вас есть ребенок, который особенный и требует повышенного внимания, которого тоже нужно особенно вводить в мир, и с ним по-особенному нужно общаться. То есть у вас нагрузка очень большая. И если вы всю эту нагрузку будете пытаться тащить сами, мои дорогие девочки, вы не справитесь. Мудрая женщина делает эту нагрузку такой, чтобы в ней могла участвовать вся семья. Особенный ребенок, он рождается в семью. Он не рождается маме, а папа себе так отдельно. Он рождается в семью. И когда вы постепенно, потихонечку, может быть, сначала, допустим, муж не хочет гулять с ребенком или не знает, вы его не привлекали до сегодняшнего момента, муж не гулял с ребенком, вы потихонечку ему предлагаете: помоги мне, вот мне нужно там поиграть с ним, я сама не справляюсь, подержи вот это, переложи вот это. Потихонечку, помаленечку, небольшими порциями вы его включаете. И очень важно говорить о том, что вы чувствуете. Если вы устали, приходить, садиться рядом с мужем и говорить: я устала, подержи его, пожалуйста, или ее. Поиграй, я посижу рядом, немножко отдохну. Говорите, что вы чувствуете. Потому что когда мужчина будет понимать, что происходит у вас внутри, он спокойнее и легче будет откликаться на вашу просьбу о помощи. Но говорить вам о своих эмоциях будет легче и спокойнее, комфортнее тогда, когда вы снимете с себя вину за то, что у вас такой ребенок. Это уже случилось. И когда вы понимаете, что есть обстоятельства, в которых вы живете, да, у вас особенные обстоятельства. У кого-то ребенок такой, у вас особенный. Вам просто требуется больше внимания. От вас требуется немножко больше усилий. Да, это сложно. И поэтому, когда кто-то приходит к вам в дом из ваших родственников, из ваших друзей, не стесняйтесь, никогда не стесняйтесь просить помощи. Не говорить: помогите мне, пожалуйста, а говорить: я устала,
мне нужно вот это, вот это, вот это. Можешь ли ты чем-то помочь? Задавайте вопрос, привыкайте ставить этот вопрос, не ждите, когда вам кто-то предложит помощь. Вот это важный вопрос, потому что это ваша забота о себе, и с одной стороны вы показываете своему ребенку, что, имея с вами прямую связь, он может точно так же дать вам знать, когда ему нужно ваше особенное внимание. Но он может подождать, когда он может немножко обойтись без вас, и вы ему спокойно будете об этом говорить, потому что тогда ваше внутреннее эмоциональное состояние будет выравниваться. Давайте с вами договоримся вот о чем. Я не хочу отнимать у вас очень много времени. Напишите мне, пожалуйста, вот то, что я вам сейчас рассказываю, оно для вас полезно, важно или не очень. Потому что если это не актуально, мы с вами будем переходить к тем вопросам, которые будут более актуальны. Я попрошу Тину помочь, потому что или здесь я на канале сдам пост, сделаю, вот здесь прямо вот под этой трансляцией она обработается, она останется в доступе. Здесь можно будет писать мне комментарии, и чтобы мы с вами могли обозначить темы следующих наших встреч. Я планирую сделать в месяц 2-3 встречи, ну, если понадобится, будем делать 4, но вот в ближайшие пару месяцев я вот такой вот порыв поделиться с вами, помочь вам, вот посильную лепту внесли в то, чтобы ваши контакты с вашими детками, ваши контакты с окружающими улучшились, я хочу сделать. Если вам это полезно, дайте мне знать, и мы будем продолжать, потому что тогда будем назначать следующие встречи, чтобы вам приходили сообщения, предложу вам подписаться на канал, на мой, у меня есть много полезной информации, очень много информации для одиноких женщин, но для вас отдельно я сделаю плейлист именно для родителей особенных деток. И вот там будет все видео, все эти трансляции, может быть, я какие-то дополнительные видео буду записывать с ответами на ваши вопросы, я буду выкладывать в этом плейлисте, чтобы вы могли прийти на канал и отдельно сразу смотреть то, что предназначено именно для вас. Смотрите, когда вы открыто говорите о том, что для вас важно, то, что для вас нужно, у вас снимается с повестки дня вопрос о том, что обо мне подумают другие. Потому что то, что о вас подумают другие, для вас сейчас абсолютно не важно. Потому что вам намного важнее и ресурснее то, что думаете о себе вы. И если вы перестанете себя обвинять, то ваш внутренний ресурс не будет уходить на самоедство. У вас появится больше возможностей проявлять свои эмоции. Потому что на сегодняшний день, почему возникает иногда ситуация, когда, ну, вот не можешь справиться со своим эмоциональным состоянием, когда устал? Да потому что ресурсов внутренних мало. И если вы в течение дня немножко отследите свой график, чтобы вы оставляли себе время на отдых, вы ведь точно знаете, в какое примерно время вы начинаете уставать. Запланируйте вот какие-то активности с ребенком за полчаса до этого периода. Вот прямо сейчас можете брать и записывать себе на заметку вот эти моменты, которые помогут вам сохранить ресурс. Первое. В этом нет вашей вины. Второе. Если вы понимаете, вот можете проанализировать ведь по памяти, из чего состоит ваш дневной график. И вы понимаете, в какие периоды. У вас таких периодов, я думаю, в течение дня есть 3-4, когда ваша активность спадает, когда вы чувствуете, что у вас уже эмоций не осталось, и вы можете сорваться, вы держитесь из последних сил. За полчаса до этого придумайте что-нибудь, чем вы займете своего ребенка на 10-15 минут. И что вы можете в это 10-15 минут сделать для себя полезного, хорошего? Выпить чай, я не знаю, съесть какую-нибудь вкусняшку. Может быть, вам не хватило времени просто спокойно, без спешки поесть. Просто сесть поесть. Вот эти 10-15 минут за полчаса до того момента, когда вы уже все, ослик сдох, наступите, вы можете планировать отдых. Тина, с младенцем тоже можно планировать отдых. Ваш ребенок заснул, прилягте на 10-15 минут рядом. Ребенок
огукает, ребенок лежит или сидит, вы можете прилечь рядом. Вы не уснете, потому что вы еще не совсем, как бессмертный пони, упахались. Вы еще немножко имеете ресурса. Но вот этот отдых даст вам возможность дальше поддерживать себя в ресурсном состоянии. Нам очень часто кажется, что нам нужны месяцы отдыха. Но вот маленькие перерывы в активности, маленькие перерывы для себя отдыха, когда вы можете просто расслабиться, они очень здорово выручают. Они позволяют сохранить энергию, они позволяют организму запустить ресурс самовосстановления. И вот эти 10-15, кому-то может быть максимум 20 минут понадобится, вы будете чувствовать, насколько вы хорошо восполняете силы. Постепенно вы приспособитесь к этому графику, и вы будете учитывать себя. Это второе. И третье, всегда просите о помощи. Кто-то пришел, посиди, пожалуйста, или сделай вот это, потому что мне нужно отдохнуть. Обрати внимание, если вы знаете, что кто-то едет к вам в гости, или кто-то может зайти к вам в гости, или по дороге будет проходить мимо, а вам нужно что-то купить, что-то принести, не стесняйтесь. Да, конечно, это может быть не каждый день, но говорите, чем вам помочь. Во-первых, очень быстро вы поймете реальное настроение и реальное отношение к вам людей. Потому что прийти и сказать: ох ты серенькая, бедненькая, несчастненькая, как же тебе в жизни не повезло, много ума не надо. Но это не уважение, это не сочувствие, это гордыня. Тот человек, который ведет себя вот так, говорит вам, это человек, который пытается почувствовать себя лучше за ваш счет. Никогда не принимайте это за сочувствие. Потому что человек, который вам сочувствует, придет и спокойно скажет: где у тебя тряпка, где у тебя пылесос, давай я поубираю, а ты пока отдохнешь. Приляг, я посижу с твоим ребенком. Или давай я что-нибудь приготовлю, или я приготовил, принес. Вот это сочувствие, это поддержка, это помощь. Но люди, которые приходят и ушли, это не поддержка и не помощь, и никогда не путайте это со вниманием к себе. Если вы понимаете, что ваша семья готова включаться в вашу заботу о ребенке, продумайте, как бы вы хотели посильную помощь получать от кого из них. Да, конечно, они заняты своей жизнью, да, конечно, у них есть свои планы, да, конечно, у них есть свои интересы. Но если они находятся в зоне доступности, вовлекайте их в помощь, просите своей помощи, чтобы у вас было время для себя. И если вы хотя бы в течение полдня в неделю будете выкраивать, когда кто-то из ваших родственников может подстраховать вас с ребенком, это будет замечательно. Уже о дне целом я не говорю, но обязательно перед тем, как вы будете куда-то уходить, оставляя кого-то с ребенком, садитесь и спокойно объясняйте. Мама отошла. Делайте сначала, что вы отделяетесь от ребенка недалеко, особенно если ребенок аутист и плохо переносит то, что вы уходите. Мама отошла, мама сейчас вернется. Сначала отходите в зоне его видимости. Потом постепенно увеличивайте расстояние, на которое вы отходите, когда остается кто-то. Выйдите в соседнюю комнату, оставьте этого человека с ребенком один на один. Вернитесь, чтобы ребенок постепенно привыкал, что вы есть, и вы никуда не уходите. И вот внутри у вас не должно быть никакой тревоги и беспокойства, потому что ребенок с вами, я уже показывала, находится на прямой связи. Он чувствует вас лучше, чем вы чувствуете его. Потому что он считывает эмоции и переводит их неправильно. Он каждую тревогу, каждый страх, каждое ваше напряжение, каждую вашу усталость или когда вы сжимаетесь в кулак и держите свои эмоции, чтобы не сорваться, он воспринимает как потенциальную угрозу для своей жизни. Это очень важно. Если сейчас по этой теме есть вопросы, пишите, пожалуйста. Я знаю, что у нас звук задерживается. Пишите, пожалуйста, я на них отвечу. В следующий раз о чем бы вы хотели поговорить. Там был вопрос от сестры взрослой женщины, которая с ДЦП, ей 55 лет. Я сейчас на него отвечу, а вы пока мне пишите вот свои вопросы. О чем бы вы хотели поговорить в следующий раз. Может быть,
есть какие-то вещи, опять же, связанные с вами, во взаимоотношениях с мужем я могу подсказать, помочь, во взаимоотношениях с родственниками я могу подсказать, помочь, во взаимоотношениях с другими людьми на площадке. Обозначьте мне тему, и я подготовлю для вас материал и дам прям вот подсказки, как легче, может быть, реагировать на то, что другие дети некорректно ведут себя по отношению к вашему ребенку. Вот напишите мне, что вам интересно. А я пока отвечу по поводу взрослой женщины, за которой присматривается сестра. Там был вопрос по поводу того, что женщина причиняет себе, иногда пытается себя царапать, причинять себе вред в какие-то моменты. Независимо от того, взрослая она или не взрослая, она будет волноваться точно так же, как и маленькие дети, за то, что происходит между вами. Она тоже будет чувствовать и улавливать любые колебания. Если вы ей не объясняете, что происходит с вами, если она чувствует себя виноватой, она начинает причинять себе вред. Поэтому важно объяснять ей точно так же, что да, она так поступила, у нее так получилось, ни в коем случае не обвинять ее и дать ей право на ошибку. У нее так может получаться тоже. То есть если она что-то сделала недостаточно хорошо или она хотела, и ей в чем-то отказали, она очень сильно переживает, объяснить ей, когда будет в следующий раз то, о чем вы договариваетесь. Вот Тина пишет, я родственникам не говорила и не скажу, не говорила о том, что ты просишь помощи. Извините, я буду на «ты», ко мне можно тоже, в принципе, на «ты» обратиться. Если вы не говорите о помощи, это самый неудачный момент, потому что семья тоже может участвовать в помощи вам и должна участвовать в помощи вам. Это нормально. Вы взрослые люди и имеете полное право просить о помощи. Это абсолютно нормально. Если вы можете найти волонтеров, которые помогают семьям с особенными детками, не говорите о диагнозе, но вы можете все равно просить о помощи. Независимо от того, какой диагноз, даже если у вас абсолютно здоровый ребенок был бы, это не снимает с того, что женщина устает, что у женщины есть психологическое напряжение и что женщина нуждается в помощи. Тина, поверьте мне, иногда просто поговорить по-человечески, и иногда просьба о помощи может растопить лед. Если у вас нет открытого конфликта, об этом можно и нужно говорить. Подумайте, потому что если что-то сдерживает вас, это тоже не самый удачный вариант, потому что вполне возможно, что вы за что-то пытаетесь наказать себя, отказываясь от возможной помощи. Есть еще тоже такой вариант, такой психологический аспект. Мы себя наказываем, отказывая себе в возможности обратиться за помощью. Вот такая вот штука интересная, такая вот закрученная, да, потому что в этой ситуации мы думаем, что нас отвергнут, или я буду недостаточно хороша, я не оправдаю чьи-то ожидания и все тому подобное. Многие вообще не говорят о диагнозе ни родственникам, ни друзьям. Вы знаете, от того, что, это ваш выбор, от того, что вы замалчиваете диагноз, опять же, это ваш страх, потому что, когда мы замалчиваем что-то, мы тоже боимся, что нас вместе с этим не примут, что нам скажут, что с нами что-то не так или о нас будут не так думать. Походите, пожалуйста, пока с тем, что в этом нет вашей вины. Кто его знает, может быть, потом ваше мнение или ваше решение говорить или не говорить о том, что происходит с вами и вашим ребенком, или просто обращаться за помощью, даже не говоря о диагнозе ребенка. Вы же можете просто попросить о помощи, если это родственники, если это ваши друзья. Вы можете обратиться за помощью. Подстрахуй, помоги, принеси, сделай что-нибудь. Сначала начинать с мелочей с каких-то. Как правило, люди, если это действительно ваша родня, если это друзья, они никогда вам не откажут в помощи. Да, конечно, если вы переложите на них всю заботу, вы этого не сможете сделать, потому что вы находитесь в тесном контакте с ребенком. То есть вы всегда отмеряете разумную меру того, что вы можете делегировать кому-то. Да, я знаю, что это страшно.
Но поверьте мне, попробуйте начать с мелочей. Потому что когда люди понимают, в каком вы находитесь состоянии, что вы чувствуете, что вам эта помощь нужна, может быть, сегодня они откажутся, а завтра придут и скажут, что я могу тебе сделать, чем я могу тебе быть полезен. Или я не могу сделать это, но я могу предложить тебе вот это. И поверьте мне, это намного важнее, потому что вы себя будете чувствовать спокойнее, свободнее и спокойнее. Сейчас вы находитесь в добровольной изоляции. Вы окружены тайной. Вы стараетесь удержать информацию. Вы думаете, многие не догадываются, что что-то происходит не так? И когда вы замалчиваете это дает им некое превосходство над вами и дает простор их фантазии. Люди не всегда по-хорошему фантазируют. Люди всегда себе могут такого нафантазировать, что вы и не рады будете. Потому что их фантазии основываются на их страхах, на том, чего бы они не хотели видеть, на том, чего они больше всего боятся. И они начинают бурно фантазировать. А на самом деле все может выглядеть совсем по-другому и намного проще и благоприятнее. И вот когда мы начинаем разговаривать с людьми, потому что особенный ребенок, он испытание большое для родителей. Когда вы его прячете, он понимает, я недостаточно хорош, чтобы меня показывали миру. Да, вы общаетесь с детками на площадке, вы выходите с ними на процедуры, все, но если вы скрываете часть, ребенок тоже это чувствует. А скрывая часть его особенностей, часть истории его жизни, вы показываете ребенку, что эта часть для вас не является желательной. Понимаете, какая штука? Просто походите пока с этим, подумайте. Кто его знает, может быть, через какое-то время у вас появится другое решение и другое мнение на этот счет. Я сейчас не призываю вас ни к чему, я просто хочу расширить ваш горизонт немножко и помочь вам вот в этом состоянии почувствовать себя свободнее. Достаточно ли на сегодня информации, чтобы я вас не перегружала, потому что много – это тоже не совсем хорошо. Чтобы вы могли сейчас просто походить, подумать с этим. Я предлагаю, давайте сделаем следующую встречу, ориентировочно где-то через неделю. Я вывешу трансляцию, повешу сообщение вот здесь под этим видео, просто заходите, посматривайте, или подпишитесь на канал, тогда сообщение о трансляции вам придет на почту, когда вы после подписки они будут подходить. Дайте мне обратную связь, или если есть какие-то срочные вопросы, задайте их, я на них отвечу. И будем потихоньку сворачиваться. Я понимаю, что на ваши плечи легла очень тяжелая ноша, но эта ноша, она и про вас тоже, потому что, может быть, то, что вы привыкли так делать, то, как вы привыкли жить, оно не совсем хорошо соответствовало тому образу счастья или тому представлению об отношениях, о которых вы мечтали. И возможность изменить немножко свое поведение, чуть-чуть больше открыться, показать свою уязвимость. Да, я понимаю, это больно, но нет магазина, где вы можете поменять своего ребенка. Он у вас, он с вами, вы его любите, потому что вы о нем заботитесь. Он вас тоже любит, но только он пока еще не умеет вам показывать свою любовь. Он показывает вам свою любовь через тот страх остаться без вас. Кстати, вот его страх остаться без вас – это его единственный способ показать вам, насколько сильно он к вам привязан. И если вы потихонечку будете объяснять ему эмоции, если вы потихонечку будете привыкать, приучать его к тому, что между вами может быть какое-то расстояние, что та пуповинка, которая вас связывает, она может удлиняться, что между вами кто-то может появляться и не только папа, ваш ребенок потихоньку будет вас отпускать и давать вам больше пространства для себя, для реализации каких-то своих планов, потому что особенному ребенку очень важно видеть возле себя маму, которая может уделять внимание себе, маму, которая умеет радоваться, маму, которая чувствует, что ее любят и что она может любить мир. Это очень важный момент. Вот это эмоциональное взаимодействие. Вы на физическом плане, на вербальном, на речевом
плане у вас контакт может быть немножко ограничен. Но почему я говорю вам разговаривать с вашими детками и объяснять? Потому что, объясняя им ртом, вы будете фактически разговаривать на ментальном уровне, вы будете на подсознательном уровне, на уровне энергетическом разговаривать со своим ребенком и там обмениваться информацией. Вы будете говорить. Ревность старшего ребенка, ревность к младшей дочери. Это отдельный большой разговор. Сейчас могу сказать, вовлекайте младшую дочку в ухаживание за особенным ребенком. То есть вовлекайте здорового ребенка в ухаживание за ребенком особенным, чтобы ребенок понимал, что вы любите и того, и другого, чтобы не разделялось, чтобы не получалось, что вы с одной стороны, иногда здоровые дети ревнуют особенных детей, но иногда бывают ситуации, когда особенные дети ревнуют к здоровым детям, которые родились после них, неважно, посидеть, подержать ручку, объяснять, это твой братик, что-то делать вместе. Вот у вас малышка на руках, дайте брату подержать ручку, либо вот положить рядышком. Да, под вашим наблюдением, потому что старший может иногда неосознанно причинить он не соизмеряя свою силу неосознанно, потому что это тоже для него угроза, которая может стать между ним и мамой, может пытаться, ну вот, как-то не совсем адекватно вести себя по отношению к здоровому ребенку. Но чтобы они сдружились, вы можете это сделать, это в ваших руках, это в ваших силах. И как можно больше потихонечку вовлекайте мужа, вот чтобы вы все делали вместе. Чтобы, да, он пришел с работы, переключили занятия, встретили его с ребенком, мы за тобой скучали, поцелуй папу, обними ребенка, подержи его, я сейчас что-то сделаю быстренько, я не могу, у меня руки заняты, срочно, вот надо это сделать, подержи его или посиди с ним. Вот такие вот маленькие женские хитрости, кстати, этому научила меня моя свекровь, когда я спросила, а как же сделать так, чтобы муж мне помогал. Она говорит, а он пришел домой, а ты ему сразу раз и с порога ребенка в руки. И говори, ох, мы за тобой соскучились, подержи, я сейчас 2 минутки, надо что-то сделать. И потом муж уже сам приходил с работы, сам брал дочку, потом приходил, брал сына на руки для того, чтобы мог с ними пообщаться. И вот когда вы будете потихоньку переводить эмоции мужа, рассказывать ребенку о них, рассказывать мужу о том, что вы понимаете о ребенках, об эмоциях ребенка, между ними устанавливать эмоциональную связь сначала как переводчик, потом они начнут понимать друг друга, и вы сможете спокойнее их оставлять двоих, а у вас появится больше времени для себя. Вот Тина пишет, я так и делаю, Валя, ты молодец, умничка, потому что это очень важно действительно вовлекать мужа в заботу о ребенке, потому что все взваленное на ваши плечи, девочки, это непосильная ноша, и, к сожалению, это выжигает вас изнутри. И если быть совсем честным, уже я как психолог сегодня с вами разговариваю, это приводит к тому, что когда вы истощаетесь психологически, отношения начинают очень сильно страдать, и иногда отношения распадаются, потому что муж начинает искать приключения на стороне. Оно вам надо? Если муж вовлечен в то, что он ухаживает вместе с вами за ребенком, он быстрее будет стремиться домой, у вас будут с ним общие радости, у вас будут общие победы, когда у ребенка что-то начнет получаться. И, кстати, устраивайте дома маленькие праздники, если у ребенка появился какой-то прогресс. Он научился что-то делать. Устраивайте маленький праздник. У нас сегодня праздник. Так и говорите. Вам не надо устраивать больших гулянок. Но у нас сегодня праздник. Мы поздравляем. Смотри, какой ты молодец. Хвалите ребенка. Показывайте, что вы научились делать папе, или с папой научился, показывайте себе, показывайте братикам, сестричкам, показывайте тем из ваших знакомых, с которыми вы общаетесь, для того, чтобы ребенок понимал, его поощряют. Это для него идет поощрение эмоциональное, психологическое и энергетическое. Он видит, что это хорошо, и ребенок изнутри начинает сам стараться, у него появляется мотивация. Хотя, казалось бы, у особенных деток мотивация
ну, она неосознанная. И вот именно как раз вы включаете механизм неосознанной эмоциональной мотивации у ребенка, потому что ребенку приятно, когда на него обращают внимание, когда им восхищаются и когда показывают, что у него есть прогресс. Я вас каждую обнимаю, я восхищаюсь всеми вами. На сегодня мы будем заканчивать. Ваших вопросов жду здесь в комментарии, и мне будет очень важна обратная связь для вас. Насколько полезно, напишите, пожалуйста. Я знаю, что у вас мало времени, но напишите, насколько полезно и ценно было то, что я до вас старалась донести в течение нашей сегодняшней встречи. Какие темы вы хотели бы поднять на нашей следующей встрече? И для того, чтобы получать уведомления, я сделаю отдельный плейлист. Вы сможете приходить, находить материалы. Если будут какие-то вопросы, пишите здесь в комментариях. Я все комментарии читаю. В следующих видео в комментариях под ними пишите, именно для вас адресованные в этом плейлисте. Будут какие-то материалы, я буду понимать, что они полезны для вас. И пробегусь еще по вопросам, которые вы мне оставляли. И, может быть, просто сниму короткие видео и положу их в этот плейлист для того, чтобы вы могли для себя находить полезное. С вами была Касаткина Алла, проект «Ладная я». Если кому-то актуально, ссылки на сайт будут под этим видео. Жду вас на следующей встрече. Ориентировочно она будет в следующую среду. Всего вам доброго. Обнимаю вас и ваших ребятишек. Желаю вам скорейшего выздоровления. И пока-пока. До следующей встречи.